Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня вас ждет общий расклад Таро, гадание на любовь, на отношения, на загаданного мужчину, что есть сейчас, что будет дальше. Это потоковое чтение, поэтому настраивайтесь на себя, на своего мужчину, на свою ситуацию. Это онлайн-гадание для женщин, но мужчины также могут посмотреть этот расклад со своей стороны. Для начала посмотрим энергетику вашего расклада, вашей ситуации, да, энергетику вашей связи, да, вот так вот. Начнем с этого. Ну, давайте 6 карт на энергетику вашей связи, да. А общая энергетика вашей связи выглядит как обман. То есть, кто-то кому-то либо врет, либо кто-то кому-то не доверяет. То есть, или обман, или недоверие, да, или может быть обман и недоверие в одном флаконе, да, пока так. Хорошо. А на уровне души рядом с вами он сейчас скучает. И, возможно, такая ситуация, что он, знаете как, дует губы, обижается или делает вид, что ему все равно и с него хватит, да, вот так вот. Как бы устраивает такой бойкотик, да, бойкотик. Но все равно, как бы он там тебя не игнорил, да, в его жизни ты отражаешься противоположно. Что это? То есть ты отражаешься как мудрая женщина, да, как мудрый человек. И ты для него по факту учитель, преподаватель или источник мудрости, опыта, и ты для него учитель, давай так скажем. Поэтому ты отражаешься в его жизни совсем не так, как он думает, и это учитель, или мудрый учитель, или мудрый человек. А вот искренне ценит твою искренность. То есть он больше всего ценит в отношении с тобой искренность, честность. Слышишь? И вот тут уже нужно понимать, кто здесь искренен, ты или он, и кто кому доверяет, и кто кому лжет. Да, вот здесь вот видишь искренность и ложь, да, две карты, которые важны здесь в вашей ситуации на здесь и сейчас или на будущее, да. Но в том, что вы близки или вы отдаляетесь, он тебя обманывает. То есть он не так дорожит вашим общением, как ранее, или как он тебе говорит. То есть если он говорит, что вот ты мне очень сильно дорого, то это не есть правда, потому что на самом деле именно общением он может и пренебрегать. А где? Вот здесь. Почему? Да, вот почему так? Почему он тебя обманывает? Потому что вот здесь он пренебрегает. Поэтому он и обесценивает это общение. Поэтому, смотри, он позволяет себе отдаляться, потому что обманывает тебя по поводу того, что ваши отношения близки друг к другу. Понятно, да? Почему так? Ну и последнее. Между вами сейчас не просто скрытое напряжение. Между вами сейчас, знаете, как шарик сдулся. Почему-то у меня вот такое ощущение. Вот были ваши отношения наполненные, а потом кто-то или что-то, или вы сами, да, взяли его этой иголочкой и проткнули, воздух вышел. То есть сейчас между вами напряжения нет, потому что уже произошел взрыв или произошла разрядка, произошел спор, скандал или разрядка обстановки. Поэтому между вами сейчас нету скрытого напряжения, которое вы оба чувствуете, но не проговариваете, потому что оно уже разрядилось. То есть вы уже сказали друг другу или в лицо, или внутри себя самое плохое.
да, или плохое, да. Ну или то, что, знаете, как в конфликте, ну, является проживанием какого-то аспекта или момента. Давайте теперь перейдем в категорию вопросов, да, посмотрим именно чувства, притяжения, желания в таком контексте. На данный момент в его сердце по отношению к тебе есть желание продолжать, но оно идет. Почему? Потому что уже как будто бы сформирована какая-то родственная связь с одной стороны, а с другой стороны, на данный момент в его сердце по отношению к тебе тоска, печаль и ну как тоска, печаль, скука, да, то есть он скучает за тобой, скука по тебе, вот. То есть ему тебя не хватает на данный момент. То есть на данный момент у него в сердце по отношению к тебе дефицит тебя в его сердце. Вот так вот, интересно. Ну, смотри, по отношению к тебе у него есть забота. Почему? Потому что он чувствует, что внутри тебя что-то есть, что-то живет. Ну, по отношению к нему, естественно. И он не хочет этому навредить. И я скажу так, по отношению к тебе у него есть настоящая нежность. И это, наверное, больше, чем страсть или просто интерес. А больше всего ранит его и молчит он о разлуке. Он не хочет допускать этой разлуки, даже если он сейчас делает вид, что с тобой скучно, даже если он тебя обманывает и говорит, что ему там все равно на отношения. А он так говорит, но на самом деле это не так. Ты знаешь, ему больше всего нравится в тебе то, что ты, ну, как бы доверчиво доверяешь, но и для него, ну, ты как бы, он на тебя смотрит и доверяет тебе, то есть ты вызываешь доверие. И мало того, что он с тобой уверен в себе. Почему? Потому что и ты уверена в себе, вы друг друга дополняете. Поэтому вот больше всего его цепляет и за душу, и за тело твое доверие, твоя уверенность и то, что это порождает в нем аналогичные чувства. И я тебе скажу, что друг о друге, ну, он о вас, как о паре, думает, выпадает аркан слава, и думает ли он о вас, как о паре и возможной семье в будущем? Да, думает. И он думает, что вот так даже себе, может быть, и прокручивает в голове, какая славная пара могла бы быть у нас, да, нас вдвоем. А давай вот просто спросим, да, исходя из того, что мы уже увидели, а ревнует ли он тебя, даже если делает вид, что ему все равно, да, даже если он обманывает, что ему все равно. Ревнует ли он тебя? Да, честолюбие ревнует, но скрывает это. Скрывает почему? Потому что здесь перевернутый Юпитер, он не хочет показаться слабым. То есть он свой Юпитер перевернуть не хочет, да, или опасается. Давай просто дополнительный вопрос еще один сюда же посмотрим. Вот что в его чувствах к тебе меняется прямо сейчас, да, в эту минуту? Ну, здесь состояние процветания. Что такое процветание? Да, это позитив. То есть внутри него по отношению к тебе меняется позитив. Но давай так, я скажу, что это не хорошо, не плохо, это его чувства меняются, да, и позитив на негатив или негатив на позитив, или позитив на позитив. То есть просто эти чувства, давай я так скажу, он зациклился в этих чувствах по квадрату, да, и он их просто вот крутит, он ищет
позитивные моменты, хотя аспекты негатива какие-то, да, скрытые. Он пытается подавить и, давай так, глобально ничего по отношению к тебе в нем сейчас не меняется. И это ни хорошо, ни плохо, в принципе, для ваших отношений, ну, если ты думаешь о будущем в этих отношениях. Давай следующий посмотрим. Вот блок такой, да, вот мысли, страхи и, возможно, тайные мотивы. Ты знаешь, вот когда он думает или вспоминает о тебе, он чаще всего думает о справедливости, о законности и о том, справедливо или нет, ну, он с тобой поступает или ты с ним поступаешь, да. То есть, по сути, он думает даже больше о честности и нечестности, да, человек и закон. То есть, по сути, карта перевернутая. Я думаю, что где-то чаще всего он думает, что это несправедливо, то, что происходит между вами. А вот боится он в ваших отношениях, он боится больше всего за деньги и за то, сможет ли он быть, ну, по-настоящему с тобой щедр. Сможет ли он тебе дать то, что ты у него просишь или можешь попросить. Ну, скупость — это больше всего о деньгах, поэтому в отношении с тобой больше всего он боится быть необеспеченным. Но обеспечивать тебя для него есть ответственность, и этот шаг он, возможно, пока не готов делать по этой карте. Ну вот смотри, он объясняет свою холодность, да, что он еще не готов, что он еще не решил. Но за этим не готов и не решил есть страх неготовности и нерешительности. Поэтому даже себе он может объяснять свою холодность, паузы, исчезновения тем, что он еще не решил. Я еще подожду, но и этим самым он скрывает свою нерешительность. Но тем не менее, при этом всем, у него нет ощущения, что он играет двойную игру, или, может быть, запутался между некоторыми ролями, да, или несколькими ролями в своей жизни. Поэтому ощущение того, что он играет, переигрывает или как-то ведет себя нечестно, у него нету. То есть для него, внутри него, и для него, для тебя все выглядит честно. То есть он как будто бы не врет себе. Ну, а тут уже тогда смотри, врешь ли ты ему, да, и как бы врет ли он тебе. Потому что бывает очевидно, видно, что врет человек, да, а для него это не вранье, да, вот так. Ну, карта, аркан честности, открытости, да. Давай тогда так. Просто спросим сразу же, насколько он честен с тобой внутренне, когда остается один на один с самим собой. Вот перепроверим эту честность внутри себя. Ну, здесь выпадает любовник. Насколько он честен с самим собой. Ой, настолько, насколько может быть честен любовник. Ну, здесь больше Марс все-таки, да, и такая мужская энергия, направленная, да, чисто мужская энергия. Я скажу так, с самим собой один на один он действительно честен, особенно с точки зрения вот такой порывистой энергии мужской, да, вот так вот. Хорошо, а если так, если он такой честный, давай вот так спросим, его честный ответ самому себе, чего он на самом деле хочет от тебя и от этой связи. Вот это он сам себе говорит. Ну, он бы хотел решить разногласия, и он бы хотел согласия. Вот. Он бы хотел согласия между вами. Решить разногласия.
Ну, я думаю, что вряд ли он бы хотел. Ну, может быть, он хочет согласия, но таким образом порождает разногласия, да? Хорошо, давай тогда отсюда, учитывая то, что мы уже прочувствовали, да, видит ли он последствия, если вас свяжет судьба, да, ближе, чем сейчас? То есть даже не последствия, а видит ли он будущее, если вы сблизитесь или станете ближе, чем сейчас? Или как он видит эти последствия? Или какими? Я скажу так. Видит ли он последствия? Да. И он больше живет по принципу «будем ближе, посмотрим». То есть по принципу «поживем, увидим». Видит ли? Он их особо не видит, но он к этому готов. К этим последствиям. Слышишь, да? То есть, если вы станете ближе, чем сейчас потенциально, он готов, но он не просчитывает ходы наперед, потому что живет по принципу «поживем, увидим». Окей, давай, вот уже есть некий каркас, да, посмотрим немножечко следующий уровень, да, вот влияние посторонних лиц, возможно, прошлого или каких-то манипуляций, то есть внешние влияния. Я пока не вижу с ним другой женщины, то есть по отношению к тебе опять выпадает честность, уже вторая карта. То есть, если речь идет о женщине, то рядом с ним другой женщины нет. Возможно, она была, но она в прошлом. И значимого влияния из прошлого сейчас на него нету. Ну и тут, смотри, видишь, человек и закон, перевернутая женщина. То есть, ну, скорее всего, разведен, да. А вот давай спросим, влияет ли семья и дети, и бывшая, да, вот именно, ну, жена, да. Ну, здесь очень, если и влияет, то очень-очень слабо. Очень слабо. Но кризис у них был достаточно сильный. Если был в прошлом, то они как бы сильно поссорились, но влияние сейчас не очень активное, да. То есть, ну, в прошлом это влияние. То есть, ну, неплохо пока неплохо. Но смотри, есть ли ощущение, что он ведет игру на два фронта? Выпадает невежество, но я скажу так. Вы, скорее всего, об этом не знаете, да? То есть, если он ведет игру, но этого ощущения у вас нету. Или не должно быть сейчас. То есть, скажу так. Пока что, ну, как бы этого человека обвинить в том, что он с вами нечестен, потому что кто-то есть, нельзя, да, вот так вот. И хочет ли он усидеть на двух стульях одновременно? Вряд ли. Вот давай теперь смотреть. Еще раз. Манипулирует ли он тобой, твоими чувствами, ревностью, страхом потери? Раньше, может быть, и манипулировал, но сейчас здесь вертикаль честности, доверия, честной девушки, опять честность, доверие и уверенность, возрождение и обновление. Твоими чувствами, ревностью, страхом потери сейчас он не манипулирует, но в прошлом это могло быть. То есть что-то поменялось, произошло какое-то переосмысление. Хорошо. Ну, давай так тогда спросим. Вот использует ли он тему ребенка, бытовых обстоятельств, может быть, жалости, чтобы оставаться в удобной для себя позиции? Вот этот момент он может использовать. Может.
может особенно финансовый аспект. То есть, да, чтобы оставаться в удобной для себя позиции, он может использовать тему ребенка, бытовых обстоятельств, в том числе финансового положения, да, то есть деньги и материальные какие-то ресурсы. Ну, скажу так, я бы рекомендовал проверить информацию о нем, о следах тяжелого негатива, как в магическом характере, так и на физическом уровне, да, потому что здесь может быть в этой ситуации, ну, могут быть следы тяжелого негатива, токсичных отношений и зависимостей и привязки, к сожалению. Как раз на этот вопрос выпадает вот карта, ну, она называется насилие, да, или дьявол. То есть, ну, тяжелая карта. Давай так, что из прошлого мешает вам спокойно смотреть в будущее? Ну, возможно, это отсутствие жилья, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, отсутствие дома, да, ну где жить, и, возможно, семья, кто-то из семьи, но, может быть, родовые программы. Дом все-таки это, ну, это родственник или, ну, те, кто, может быть, относятся каким-то образом к семье, да, вот так. Хорошо, давай теперь перейдем к уровню, ну, ближайшего будущего, да, шаги, знаки судьбы вот на ближайшее будущее. Вот давай посмотрим, какие события могут произойти между вами вот в самое ближайшее время. Здесь женщина может себя повести непорядочно. Это либо вы, либо какая-то женщина, которая так или иначе может быть в вашей истории. Кто она? Ну, это уже отдельный разговор. Да? Будет ли он ближе к тебе сейчас? Ну, или в ближайшее время? Вряд ли. Почему? Потому что может все-таки где-то манипулировать потерей, хотя я сказал, что он не будет особо манипулировать потерей, потому что, но в ближайшее время ближе он не станет. И будет ли он инициативнее, чем сейчас? Ну, вряд ли в ближайшие 5 циклов, да, то есть это 5 дней, 5 недель, 5 месяцев, то есть в ближайшие 5 он не появится, да, или в ближайшие 5 он активно действовать не будет так проявляться, как бы ты хотел или хотела. Вот наиболее вероятные действия или реальные действия с его стороны по отношению к тебе, но он будет тебя как-то успокаивать. То есть будет говорить, так, все будет хорошо, все будет нормально, но такое будет как бы притуплять внимание. Но, тем не менее, ваша встреча, поездка, твой приезд к нему или его приезд к тебе, он может произойти между вами очень неожиданно, и мы его исключить не можем. Путь, дорога есть. Поэтому, как бы он не проявлял себя пассивно, появиться на твоем пороге вдруг ни с того, ни с сего он может. 6 мечей. Это дорога, путь и так далее. Да? Ключевой развилкой между вами является разрыв отношений, лишение и разрыв. То есть ключевая развилка между вами, но это пауза. То есть ваши отношения могут пройти через паузу. И эта пауза может быть затяжная и испытывающая вас, ну, для чего-то, для того, чтобы вы что-то прожили, да.
И вот по поводу него и вашей связи в ближайшее время ты почувствуешь, что ты его любишь, и любовь. Но, возможно, он как-то свою любовь будет проявлять по отношению к тебе. А вот главный урок для тебя и для него – это преодоление препятствий. Да? Ну, как бы отстаивание своей позиции есть главный урок в ближайшие недели и в ближайшее время. Но, тем не менее, для тебя, как для женщины, главным уроком этого периода, на который ты пытаешься посмотреть, это и есть преодоление препятствий. Хорошо, давай следующий уровень посмотрим. Вот, перспективы, советы, подсказки, инсайты. Вот давай спросим, к чему в целом идет эта связь в этом сценарии, вот при текущем сценарии, к чему оно идет. Ну, как бы оно не играло плохо или не выглядело плохо, тут оно идет к хэппи-энду или к позитивному концу, да? К радости, давай так скажем. А вот если в ваших отношениях шанс выйти в более зрелый союз и, в стабильность и в совместную жизнь? Да, если будете заботиться, если будете поменьше нервничать, если будете более спокойны по отношению друг к другу и к себе, да, то есть спокойствие порождает бережливость, и бережливость дает шанс выйти в более зрелый союз, но если вы не будете торопиться, это карты неспешные. Вот насколько он вообще способен на серьезные шаги и ответственность как таковую рядом с тобой? Он готов, но здесь смотри, здесь популярность и благоразумие, да. Сейчас он больше хочет авторитета, а когда он поумнеет, а ты для него и есть мудрость, и как раз эта вертикаль срабатывает, тогда он и будет более серьезен и ответственен рядом с тобой. По сути, роль серьезного и ответственного человека сейчас играешь ты, а он играет в доказательство какого-то авторитета, да, вот так. То есть он пытается сам себе что-то доказать, и проходит это через тебя, да, то есть происходит такой перенос, да. А вот что тебе важно осознать о нем, чтобы не обманывать себя и, не плавать в иллюзии, да, не пребывать в иллюзии? Смотри, тебе о нем важно осознать, что ключевым моментом здесь являются деньги. И может быть, он несостоятельный человек, необеспеченный, может быть, зажимистый. И для того, чтобы это прошло у него, он должен помудреть. А источником мудрости являешься сегодня в этом раскладе для него ты. Вот так. Какое поведение будет максимально экологичным, безопасным для тебя и для твоего сердца, здоровья и ваших отношений? Поддержка. Прежде всего его, конечно же, и себя, потому что отношения – это всегда парная работа, да, и, это парная поддержка. Давай, что хотят послать тебе или для тебя карты Таро в этот судьбоносный момент? Почему ваша встреча не случайна? Вообще послание, да, такое. Таро тебе хочет сказать, что если ты сильно торопишься, и если ты делаешь очень много резких движений, тогда лучше остынь, успокойся. А вот если ты вообще очень пассивен в этих отношениях, то тебе лучше немножко быть поактивней. И ключевой сакраментальный вопрос: будете ли вы вместе, как видят карты Таро? Этот вопрос сегодня. Исполнение. То есть, да, это возможно, но для этого, возможно, нужно проиграть или прожить, или осознать
карту бездеятельности и понять, действительно ли вы пассивны в этих отношениях и вам нужно больше каких-то своих энергетических проявлений. Ну, либо вы действительно создали такую бурную деятельность, что лучше уже немножко выдохнуть, отдохнуть, сделать паузу, чтобы переосознать эти отношения. Что выберете именно вы, напишите в комментарии, а мои контакты вы сможете увидеть в закріпленому коментарі в описанні під настоящим відео. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось. Па-па!